Знаешь, что странно? В Италии ты можешь зайти в здание, которое 600 лет, подключиться к Wi-Fi, оплатить кофе телефоном и обсуждать стартапы, сидя под фреской эпохи Возрождения. И при этом тебе скажут, что Италия — это страна прошлого, медленная, застрявшая, уставшая. Но если она и правда застряла, почему тогда весь мир носит ее одежду, ездит на ее машинах, покупает ее технологии и мечтает жить так, как живут здесь? Вот об этом парадоксе сегодня и поговорим. Италия очень странная страна. Снаружи она выглядит так, будто время здесь остановилось. Старые города, узкие улицы, дома, которые видели больше эпох, чем мы, людей, вообще за всю жизнь. Но если копнуть глубже, выясняется, что это не застой. Это осознанный выбор. Италия не убегает от прошлого, она живет внутри него. Именно поэтому может двигаться вперед по-своему. Сегодня я хочу поговорить без всяких туристических штампов, разобрать, как такое вообще возможно сочетание. Жить среди истории, сохранять традиции и при этом оставаться современной, конкурентной страной. Мы поговорим и об архитектуре, почему здесь почти ничего не сносят, и о технологиях, которые есть, но о них не принято кричать, о моде, которая строится на прошлом, но диктует будущее, и об экономике, хаотичной на вид, но удивительно устойчивой внутри. Это будет не лекция и не путеводитель, просто разговор о стране, которая, кажется, живет прошлым, но на самом деле очень точно понимает, куда она идет. Если вам близок такой формат, длинный, спокойный, вдумчивый, можете сразу поддержать видео лайком. А теперь давайте разбираться. Начнем с самого очевидного – архитектура. С того, что мы видим первым и часто понимаем меньше всего. Италия, она как музей, в котором люди реально живут. Когда говоришь «Италия», у большинства людей в голове сразу картинка. Старые каменные домики, узкие улочки, соборы, какие-то невероятные площади. И вот в чем фишка. Это не просто туристический декор, это реальная среда жизни. Здесь люди живут в домах, которые может быть 200-300 лет. На первом этаже бар, который работает лет 50. Над ним семья, которая там живет уже в третьем поколении. И вроде бы все старое, привычное, но внутри Wi-Fi, ноутбук, индукционная плита. И вот здесь начинается интересное. Италия не разделяет старое и новое, как две такие войны. Она пытается заставить их сосуществовать. Можно выйти из квартиры, пройти пару минут по улице и оказаться у церкви, которая старше всех современных государств. И это не экспонат за стеклом, это фон вашей обычной жизни. Вы идете покупать хлеб мимо какой-то античной колонны, и это постоянно напоминает: до тебя тут жили люди, после тебя будут жить другие. Ты не центр вселенной. Это сильно влияет на ментальность. И вот частый вопрос: почему в Италии нет десятков стеклянных небоскребов, как, например, в Дубае или в Азии? Почему города выглядят как будто время вот просто взяло и остановилось? Ну, во-первых, потому что здесь очень жесткие законы по сохранению исторического облика. Есть целые зоны, где ты не можешь просто взять вот и воткнуть какую-то современную стеклянную башню. Дом могут составить, реставрировать в конкретном стиле, согласовывать цвет ставен, материалов, высоту, вообще все что угодно. Кажется, что это тормозит развитие, но если вдуматься, а надо ли всем городам выглядеть одинаково? Нужно ли, чтобы у каждого города был один и тот же стеклянный скрейпер? Италия говорит: нет, наши города — это ценность, а не площадка под застройку. И вот тут как раз появляется вот эта вот жизнь прошлым. Но что интересно, это не от безысходности, это такое, знаете, осознанное решение. Да, есть тут современные районы, да, строятся новые дома, но старый центр — это святое. И это, как ни странно, даже движение в будущее, просто не через снос, а через сохранение. Старое здание тут как челлендж для инженеров. Сохранить дом — это одно, но проблема в том, что в нем надо жить в 21 веке. Там нужно провести современную проводку, сделать отопление. И вот это уже такая чистая инженерия. Как сделать так, чтобы дом условно там 1700 года выдержал современные нагрузки и соответствовал нормам. Италия тут идет сложным путем. Не разрушить и построить заново, а адаптировать. Это совсем другая логика развития. Вместо снести и залить бетоном, лучше подумать, как встроиться в то, что есть. И это ментально очень итальянский подход. Они не любят выбрасывать, они любят доделать, починить, подправить. И еще один момент в Италии. Красота — это не бонус, это почти требование. Дом может быть старым, может быть маленьким, кривым, но он должен какой-то
гармонично быть. Это не про богатство, не про дорогие такие материалы, это про чувство меры. И вот здесь связь с будущим очень прямая. Мир постепенно приходит к тому, что качество среды важнее, чем скорость. Что невозможно бесконечно строить уродливые, но дешевые коробки, люди в этом выгорают. Италия, можно сказать, уже давно живет в этой философии. Лучше меньше, но красиво. Лучше медленно, но так, чтобы через 100 лет это не хотелось снести. И пока снаружи мы видим эту старую Италию с балкончиками, ставнями, плиточкой внутри, за этими стенами, все не так уж и старомодно. Давайте заглянем внутрь. В технологии. Образ Италии против реальности. У многих в голове картинка. Италия — это мода, паста, вино, моря, солнце, максимум еще Феррари, да? Но если посмотреть глубже, выясняется, что страна сильно более технологична, чем ее образ. Здесь производят сложные промышленные станки, оборудование для фабрик, роботов для производства, электронику для автомобильной промышленности. То есть тихий слой экономики, который не на поверхности, но который делает реальные технологии. При этом в публичном дискурсе Италия не пытается казаться такой супер IT-страной. Нет этого навязчивого образа «мы новая Силиконовая долина». Она просто делает свое. И технологии в быту тоже не показуха, а инструмент. Если посмотреть на повседневную жизнь, видно интересный баланс. Италия не про показать всем, как мы внедряем новинки. Она про «давайте внедрим то, что работает, и не будем усложнять». Проездные на транспорт часто уже в карточках, в приложениях, платные парковки через автомат, через приложение, запись к врачу онлайн. Документы наконец-то постепенно переходят в электронный формат. Это может существовать параллельно с синей папкой, бумажкой, справкой бабушкиной, которая все еще предпочитает идти лично в офис. И система это терпеливо переваривает. Здесь нет идеи, или мы полностью цифровые, или мы застряли в прошлом. И в этом тоже интересно. Италия не гонится за идеей все оцифровать ради галочки. Она делает это по необходимости и очень практично. Мир уже столкнулся с тем, что много модных инноваций оказывается временной игрушкой. Итальянский поход. Инновация должна пережить не только моду, но и пару поколений. Это очень видно в стартап-культуре. Она здесь есть, но она не такая истерически восторженная, как, например, в Штатах. Тут больше реализма. Окей, как это будет работать, к примеру, через 10 лет? Самое интересное, это не новые индустрии, а как технологии внедряются в традиционные. Например, виноделие, датчики влажности почвы, анализ состава, автоматические системы орошения. Мода — это 3D-прототипирование, автоматизированные раскроенные машины. Сельское хозяйство — это дроны, мониторинг полей. То есть тут нет противостояния традиций против технологий. Технология — это инструмент, который помогает традиции жить дальше. И при этом идеальная метафора всей Италии — прошлое не воспринимается как антипод будущего. Прошлое — это основа, а технологии — это средство продлить его жизнь. И вот тут логично перескочить в ту сферу, где соединяются традиции и технологии, видно особенно ярко. И это, естественно, мода. Потому что итальянская мода — это вообще отдельная вселенная. Мода как часть идентичности, а не просто индустрия. Италия — одна из немногих стран, где мода — это не только про подиум, бренды и шопинг, это часть культуры. Итальянцы очень чувствительны к тому, как все выглядит. Не обязательно дорого, не обязательно люкс, но должна быть гармония сочетания. Такой, знаете, свой стиль. И этот подход идет еще из прошлого, из ремесленных традиций. Города, где веками делали ткань, кожу, обувь, в семьи, где несколько поколений занимались одним и тем же ремеслом. Сегодня этот фундамент превратился в огромную глобальную индустрию. Но в основе все те же маленькие мастерские, где реально работают руками. И вот тут вечность против тренда. В итальянской моде очень сильна мысль, что вещь должна быть актуальной не один сезон, а долгие годы. Базовый костюм, простое пальто, хорошая кожа — это не про тренд сезона, это про стиль, который переживет коллекции. Да, есть шоу, есть креатив, есть странные вещи, которые носят только на подиуме. Но если посмотреть, во что реально одеваются итальянцы в жизни, там очень много классики. И опять мы приходим к тому же. Прошлое не музей, это база. Никто не пытается каждый год отменить все правила и сделать с нуля новую моду. Она постоянно эволюционирует, но не стирает свои корни. С другой стороны, за кулисами минимум романтики. Модные бренды — это
это огромные бизнес-структуры с логистикой, цифровыми системами, автоматизированными складами, сложным маркетингом. Коллекции проектируются в программах, создаются виртуальные прототипы. Ткани разрабатываются с учетом новых материалов, свойств. Много внимания уделяется устойчивой моде, переработке, снижению отходов. То есть внешний образ, традиция, стиль, вечная классика. Внутренний механизм очень современный, технологичный, рациональный. Мода как мягкая сила страны. Ведь Италия через моду продает не только одежду, она продает образ жизни. Люди покупают не просто сумку, а ощущение чуть расслабленности, уверенности в себе, красоте в деталях, умение носить вещь, а не быть ими заваленным. Это то же самое, что в архитектуре и еде. Не обязательно дорого, но со вкусом. Мир через моду влюбляется в итальянскую идею «живи красиво, но не вычурно». И это, по сути, экспорт культурной философии. И теперь, когда мы прошлись по архитектуре, технологиям, моде, логично перейти к вопросу, а как все это складывается в экономику? Потому что без экономики все это была бы просто красивая декоративная оболочка. Очень часто можно услышать: Италия – проблемная экономика. Кризисы, долг, бюрократия, молодежь уезжает. И все в этом духе. В этом есть своя правда. Да, проблем действительно тут вообще просто полно. Но если чуть отойти от шумных заголовков и посмотреть на факты, картина чуть-чуть будет сложнее. Италия – одна из крупнейших экономик мира. Она ключевой экспортер в Европе. От машин до моды, от еды до промышленного оборудования. То есть перед нами очень интересная система. Снаружи все кажется таким хаотичным, эмоциональным, нестабильным, но внутри есть ядро, которое работает годами. В отличие от стран, где все завязано на гигантских корпорациях, Италия сильно опирается на малый и, конечно же, средний бизнес. Семейные фирмы, которые ведут дело там 60-х годов, а иногда и дольше. Это создает особую устойчивость. Да, они могут страдать от кризисов, но они же и держат лучше, потому что у них нет логики, что сегодня заработали, завтра все продали. Есть логика: мы это делали, потому что этим занимался еще наш дед. Много городов фактически специализируются на одном-двух типах продукции. Где-то основная тема керамика, где-то мебель, где-то текстиль, где-то, не знаю, украшения. Это как маленькие такие экосистемы. И вся страна — это огромная сеть таких кластеров. Тут консерватизм как форма защиты. Италия очень медленно меняет свои структуры. Иногда это бесит. Очень сложно что-то реформировать, много сопротивления, очень много бюрократии. Но есть и другая сторона в этом консерватизме. Есть элемент защиты. Когда не все быстро либерализуется, приватизируется и перестраивается, какие-то вещи банально не успевают разрушить до основания. Система медленно, но упорно держит то, что уже есть. Можно это критиковать, можно этим восхищаться, но факт остается фактом. Этот стиль управления дает очень странную, но все-таки устойчивость. Экономика, построенная на стиле жизни. Италия продает не только товары, но и образ жизни. Медленные обеды, маленький кофе, рынок с местными продуктами, города, где можно гулять ногами, а не только ездить. Это все тоже экономика. Люди приезжают за этим, платят за это, покупают местное, фильмы, рекламы, мода. Все это создает мягкую силу, которая потом превращается в очень такие конкретные деньги. Получается, что жизнь в прошлом — это актив. Люди приезжают посмотреть на развалины, на старые центры, на как было раньше, и при этом оставляют деньги в очень современной системе, где все посчитано, монетизировано и встроено в глобальную экономику. И вот здесь мы почти приходим к ответу на главный вопрос: почему же Италия живет в прошлом, но при этом как-то движется в будущее? Давайте соберем вообще все, о чем говорили. Архитектура — это старые города, которые никто не собирается ломать, но которые постоянно адаптируют к современной жизни. Технологии — не выставка инноваций ради инноваций, а тихое внедрение, то, что реально нужно. Мода, традиции, ремесло, устойчивый стиль, но с цифровыми фабриками и глобальным маркетингом. Экономика — много проблем, много хаоса, но при этом фундамент из семейных бизнесов и локальных производств, и сильной культуры и экспорта итальянского образа жизни. И вот все это вместе дает вот это чувство: Италия как будто живет в прошлом,
Но на самом деле на этом прошлом она строит будущее. Прошлое здесь не разрушили, не отменили, не переосмыслили до неузнаваемости. Его приспособили, встроили, сделали частью современной жизни. Мир сейчас, по большому счету, тоже приходит к этой идее. Нельзя бесконечно все обновлять, сносить, переделывать. Нужны корни, чтобы было на что опираться. Италия в этом смысле просто идет медленнее, но, возможно, в более устойчивом направлении. Она не будет первой в рейтингах по скорости реформ, конечно, по цифровизации, по внедрению чего-то ультра нового, но зато, если она что-то принимает, то это надолго. Поэтому, когда мы говорим «Италия живет прошлым», иногда в этом и есть восхищение, конечно, иногда упрек. Но мне кажется, правильнее будет сказать так. Италия — это страна, которая научилась жить своим прошлым. Не прятать его, не стыдиться, не превращать только в туристическую картинку, а использовать его как фундамент для будущего. И, возможно, в мире, который все время торопится, именно такой подход кажется в долгую более выигрышным. Если вы досмотрели до этого момента, вы герой. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас самое сильное в Италии. Архитектура, еда, мода, люди, атмосфера. Что вас цепляет больше всего? Если вам близки такие вот длинные разговоры, видео про Италию, подписывайтесь на канал, поставьте лайк к этому видео, я пойму, что можно и дальше делать подобный формат. Спасибо, что были со мной, увидимся в следующем видео.